Думаю, какой мне аромат распаковать. Вот этот вот. The House of Food Explicit или Juliette Hessegan Powder Love. И знаете, что я поняла? Что распакую этот, потому что этот же у меня есть в Отливанте, вспомнила я. Его распакую, когда Отливант фрукты. кончится. Они здесь, кстати, не случайно, они уже намекают на то, что там внутри. Я думаю, некоторые знают, что такое The House of Food Explicit. Но давайте же откроем. Дело в том, что у меня этот аромат был в Отливанте, но я приехала в Португалию в гости к Ульяшке. Мы с ней тестили все мои ароматы новые в Отливантах, в сэмплах, и ей он понравился. А я как раз думала над флаконом, думала, надо мне, не надо. В итоге склонялась больше в сторону, что надо. И подумала, оставлю ей тогда этот Отливант. Кстати, Отливант из Рандеву очень хороший. Думаю, оставлю ей тогда его и закажу себе уже целый флакон. И, в принципе, так я и сделала. Так, давайте. Друзья мои, я не знаю, помните вы или нет, но на всякий случай напоминаю про мой промокод 10 Victory в Рандеву, который дает 10% скидки на все, суммируется с акциями, которые уже есть на сайте. И там очень часто проходят акции, проходят дни бренда. Не так давно, кстати, был день бренда The House of Food. И, правда, цены снижаются. Вот правда. И еще мой промокод продолжает действовать. Плюс к этой уже скидке. Ну, какой красивый флакон, да? Вам нравится? Мне очень нравится. Посмотрите. Ну, просто потрясающе, да? На самом деле, аромат вроде бы про банан, но у меня летом появился его Отливант, и я, честно говоря, никакой банан там практически не ощущала. Вначале чуть-чуть. Но мне писали девочки, которые находились в другом климате, да, вообще в более прохладном, я бы сказала, даже в нормальном, потому что у нас была нереальная жара. И все писали, что банан есть. Банан чувствуется вначале, прям такой он потом еще звучит, еще. А я чувствовала фиалку, такую фиалковую пудру, очень красивую. Я прям влюбилась в этот аромат сразу же. Причем я его взяла, да, этот Отливант взяла поносить из-за банана, а в итоге влюбилась в него, потому что мне тут очень нравится фиалка. Ну вот, сейчас прохладно, сейчас правда банан. Вот видите, у меня тут. Причем, ну я бы... Вот там, кстати, есть какая-то нота, я не помню, как она заявлена, то ли кекс, то ли нота хлеба, батона, я не знаю, булочки. В общем, тут есть какое-то ощущение выпечки банановой. Я бы сказала, банановый хлеб. Если вы не смотрели мой влог, этот потрясающий, раскрывающий мои кулинарные способности, особенно мою склонность к экспериментам, я готовила шарлотку на банановом тесте. И как бы да, мне очень напоминает аромат банана. И потом, вот летом, особенно в жару, либо на горячей коже, если у вас горячая, открывается такая красивая фиалковая пудра, еще и вот с какой-то такой нотой зеленой фиалки, скорее это уже корень, да, фиалки. И даже немножечко почему-то эта фиалка мне напоминает, все время забываю название, фиалку Берду. От дома парфюмерного Берду сейчас уже не выпускается конкретно этот парфюм. Сейчас они заменили какими-то другими. Я его, кстати, не заказывала, но мне почему-то кажется, что там уже что-то другое. Даже вот по флакону там какие-то такие простые флаконы, какие-то выглядят абсолютно обычно. А эта фиалка Берду, о которой я говорю, она в таком флаконе под ретро, с такой, знаете, этой штучкой, которую нажимаешь, и оттуда пульверизатор, в общем. Как она называется? Я не знаю, как она называется. Брызгалка, пшикалка, не знаю. По-любому у меня есть какое-то название, да, ведь? В общем, это очень красиво. И все равно. Я не знаю, возможно, так влияет первое впечатление, но для меня все равно этот аромат в первую очередь именно про фиалку, но в сочетании, правда, с каким-то банановым кексом, банановым хлебом, пудровостью. Часто фиалку любят сочетать с малиной.
с нотой малины в парфюмерии. А здесь это сделали с бананом. И еще и с банановой выпечкой, да, если уж быть точными. Это необычно, это красиво. Он, кстати, потрясающе стойкий и шлейфовый. И я даже была удивлена, потому что я им, как я вам говорила, я носила его в жаре, прям в такой просто под 40 градусов. Тут еще влажность очень высокая. И этот аромат держался вот прям с утра и до вечера, до ночи, я бы сказала. Аромат очень позитивный, конечно, прям. И очень такой эклектичный, в нем скомпонованы такие ноты, которые вроде бы, казалось бы, как они вообще могли поселиться вместе. Но они тут прям очень сбалансированно, очень красиво собраны и звучат. Продолжим весенними ароматами. У меня на самом деле очень много весенних ароматов, как я уже говорила. Сегодня мы говорим именно про нишу. Уже вы видели или увидите в конце, я пока не знаю, как смонтирую, распаковку моего нового весеннего аромата. А сейчас о тех ароматах, которые у меня уже есть, которые проверены, так сказать, временем. И давайте вот. Это просто, она мне, кстати, сегодня подходит даже к моему образу. Это Ариана от Parfums de Marly. Здесь сочетание сладкого и свежего очень-очень гармоничное. Здесь сначала идет что-то такое, вот мне очень напоминает Fleur d'Orange и Нероли одновременно. То есть такая цитрусовая свежесть, цветочная, но в то же время вот есть какое-то ощущение и самого фрукта. Потом здесь как будто бы такая, знаете, прослойка из такой воздушной сахарной ваты. Вот я это чувствую как сахарную вату. И в базе тут сладкий ванильный маршмеллоу. Очень радостный, женственный аромат. Для меня прям весенний-весенний. И, ну, честно говоря, я не очень представляю его на мужчине. Мне кажется, что он прям 100% именно женский. Ну, опять же, да, у всех вкусы разные, может быть, кому-то и нравится. Так, дальше. What we do is secret, what we do in Paris is secret. Вот такое вот и название бренда, и аромата, да, тут совпадает. Что мы делали, это секрет. Автор аромата Доминик Ропиньон. У этого бренда, кстати, очень часто есть такое сочетание, тоже, кстати, да, как и здесь, и свежести, и сладости. Здесь очень-очень, на самом деле, ведущая нота бальзам Толу. Он заявлен в базе, но я его чувствую практически сразу же. Вначале идет... Кто-то говорит, что это похоже на Кока-Колу. Но мне это похоже больше на вишневую газировку. Доктор Пеппер, по-моему, да, вишневый называется так. Вот на нее. А потом такой густой, сладковатый фруктовый бальзам Толу. И немножко он уходит в косметику, в пудру точнее. Ну, прям совсем чуть-чуть. Вот я продала аромат Йоп, он называется от... По-моему, бренд тоже так называется, да? В общем, Левейн, по-моему, называется парфюм, а бренд, в общем, я запуталась, да, бренд точно есть такой Юб, вот в названии я запуталась, тут картинку присоединю, я его продала, они с ним очень похожи, но вот тот нестойкий, он стоит намного-намного дешевле, нестойкие, и вот там, кстати, больше косметики, больше, здесь такой прям густой, и за счет этого более стойкий и более шлейфовый аромат, но куда угодно, то есть тут не какой-то сногсшибающий, точнее, шлейф. Так, аромат, который снят с производства, к сожалению, все, надеюсь, что его вернут. Это Idalts от Kilian. Молочко инжира. В начале есть зеленые ноты, но я бы сказала, что это, ну, допустим, лист инжира, да, потому что есть в нем уже какая-то такая терпкая древесность, ваниль и сандал, но, ну, прям вот совсем чуть-чуть, он совсем чуть-чуть, даже не рассольный, а соленый. Очень, конечно, очень сексуальный, очень чувственный аромат. Я все время, когда говорю о нем, я расстраиваюсь, что его сняли, я его прям экономлю, что тоже как-то бессмысленно, да, и не наслаждаюсь ароматом. Ладно. Это Tom Ford Black Orchid, и это туалетная вода. Для меня парфюмерная вода,
Вот все, в общем, другие выпуски для меня слишком громкие, слишком стойкие, обязывающие только по случаю. А это аромат, который можно куда угодно, где угодно, никого не задушит. Любителям, прям вот фанатам черной орхидеи, конечно, не нравится, да, потому что они его часто любят за его шлейф такой вот прям опоясывающий, за стойкость. Но мне нравится другое. Мне нравится именно звучание этого аромата. В смысле, вот в общем, трюфель шоколадный. Обожаю. Потом тут есть такая нота сливы. Тут прям заявлена слива, но она такая придает фруктовость аромату немножечко. Такой есть кисло-терпкий оттенок такой. И какая-то цветочность, пудровость немножечко есть в аромате. Вот он прям такой, знаете, черная орхидея весенняя, летящая. Я прям представляю, как будто девушка в такой каких-то черных шелках. Вроде бы оно легкое, да, но оно черное, элегантное, но вот с такой вот текстурой летящей. Конечно же, почему-то представляется в этом аромате больше шатенка, брюнетка, не блондинка. Или если блондинка, то в какой-то такой, точно более строгой одежде, не как я, в общем, сейчас. Сейчас я с этим ароматом, мы вообще не подходим друг к другу именно по образу, да. Я бы оделась по-другому под этот аромат. Скорее всего, я надела бы какую-то блузку, может быть, такую шелковую, скорее всего, какого-то темного, может быть, черного, может, глубокого синего цвета, или жакет твидовый, кстати, тоже, но именно темный, такой более строгий. То есть аромат какой-то вот, с одной стороны, это чувственный аромат, а с другой стороны, он более зрелый, что ли, да, не терпит какой-то легкомысленности в образе. Этот, конечно, еще что-то вот какие-то элементы легкомысленности стерпит, но классическая все-таки черная орхидея. Но я знаю, что многие любят носить аромат, наоборот, в контрапункте, да, то есть надеть футболку, джинсы и воспользоваться там Шанель номер 5 или вот черной орхидеей, да, контрапункт, а не каким-то там, я не знаю, ароматом Tom Ford de Soleil Blanc, который такой более цитрусовый, летящий унисекс. Ладно, давайте дальше. Так, это Dries Van Noten. Господи, сейчас вам скажу. Цветок зла звучит в голове. Флёр де Маль. И я хотела, на самом деле, в эту подборку взять The Queen of Sheba, либо Good Girl Gone Bad, но решила его, потому что вот на раннюю весну мне больше нравится этот аромат. Здесь кожа такая замша, да, замша, скорее всего, и османтус персиковый. И я даже не знаю, чего больше. Как будто бы они реально 50/50. Но я бы сказала, что это как будто бы ты в кожаной такой косухе, а может быть и в плаще, потому что кожи очень много, и в каком-то аромате османтусовом. Очень шлейфовый аромат, очень стойкий, по крайней мере, на мне. Я каталась в том году на велике в этом аромате как раз весной и просто на километр шлейфила. Муж за мной ехал и говорил: я прям чувствую твой шлейф, я по нему еду. Макс, ну ты мне мешаешь записывать видео. Что он творит? Хочет выйти, что он творит? Выключить? Еще пока нет. И раз уж мы заговорили про османтус, это радостный османтус, Joyeux от Maison Ribacci. Просто я читаю Марис Руссель. Марис Руссель — это создатель, автор этого аромата. И это как раз вот такие османтус. Радостный. Тут есть нотка чая, зеленого чая скорее, да, потому что нет этой терпкости и дымности такой немножечко черного чая. Именно зеленого и даже, возможно, холодного со льдом. Тут, кстати, заявлен жасмин тубероза. И есть в аромате немножечко такой вот для меня, это индольность, да, кому-то может прям чувствоваться, а для меня это всегда про живой натуральный цветок. И вот мне в аромате прям чувствуются прям лепестки этого цветка, чай, персиковый османтус.
И в шлейфе я чувствую такую жвачку Love Is. Очень радостный, веселый аромат. Вот он как раз-таки вот сейчас вот ко мне вот с этими, знаете, розовыми ободками, с этим фламинго, таким, ну, на самом деле, красный больше с розовым. Не знаю, как тут цветопередача, с розовым оттенком, да, он не алый, а он именно вот такой вот. И вот этот аромат прям в этот образ попадает. В общем, мне немножко непривычный, мне какой-то, не знаю, как будто вайб 90-х, да, это водок, помада с перламутром, загар. Мне немножко непривычно так себя видеть. В общем, друзья мои, аромат очень крутой. Я не знаю, по-моему, его сняли с производства. Здесь я его практически уже не могу найти, особенно в каких-то небольших объемах. Вот. На рандеву он то появляется, то исчезает. Поэтому, если хотите, да, его, то положите в корзину и ждите, пока он появится, если его нет. Он появляется. Не понимаю, сняли его или нет. Так, про это рассказала. Ну, это же, конечно, это же мой любимый аромат. Кстати, я делала подборку вот еще прям в самом начале, в конце даже февраля. Я сделала весеннюю подборку и в моем телеграме, поэтому подписывайтесь на него. Я постаралась не повторяться здесь, но все-таки какие-то ароматы повторила. Вот этот конкретно, это таитянская ваниль, ваниль де Таити от Пэрис Монте-Карло. Необычное сочетание, вроде бы, да, тут цветочность, но в то же время и ваниль. Для меня это звучит как прям натуральный цветок ванили, который, конечно же, цветет на Таити. Очень необычно. Если из знакомых, да, вот то, что наверняка все встречали в природе из белых цветов жасмин, да, то вот здесь как будто бы чувствуется. Но тут чампака и иланг-иланг. Иланг-иланг, я думаю, многие знают. И вот здесь вот это сочетание. Вначале может даже показаться, что индольность. Но это натуральное звучание цветка. Вот для меня лично так воспринимается. Это уходит. И остается вот это вот шлейф ванильно-цветочный, белоцветочный с оттенками иланга. И есть какая-то нота. Обычно мне это корень фиалки дает. Это такая, как будто бы свеженапечатанный лист, глянцевый лист журнала. Очень красиво. Прям останавливает меня, прям как-то еще и расслабляюще действует. Вот я сейчас поняла этот аромат, успокаивающий. На самом деле, мне тоже кажется очень женственным, очень чувственным. Я тоже его не очень представляю на мужчине. Но, опять же, да, чисто мое восприятие. Так, Ананда Роял Манго, или сейчас я скажу, правильно сказала, Ананда Роял Манго Микалев, это нектар. Это, кстати, представляете, это 30-ка. Вот она выглядит просто как будто бы это, не знаю, какие-нибудь 15, да, миниатюра. Нет, это полноценная 30-очка. Радостный, очень радостный манго, но он такой, знаете, сглаженный. Он сглаженный, он мягкий, он нежный. Это вам не Keep Glaze, там прям такой манго, хвойный, яркий, заявляющий о себе, огненный манго. А здесь нет, здесь спокойный такой, даже что-то в нем такое кремовое. Я себе представляю вот крем для тела вот с ароматом манго. Таким натуралистичным ароматом манго, но именно крем для тела. Очень, очень необычно. Он представляется очень такая, знаете, нежная женщина, очень чувственная, наполненная энергией, довольная жизнью, никуда не спешит, живет в свое удовольствие на каком-нибудь острове, где манго обязательно растут. Честно говоря, где манго растут? Мне кажется, даже в Испании манго растут. Я, короче, в агрикультуре манго я не очень разбираюсь, честно вам скажу. Так, давайте дальше. Италика от Ксерджов. На самом деле аромат круто звучит еще и в жару. Он открывается намного лучше, чем я в холод вообще его не могу носить, потому что здесь прям убивающий все живое. Миндаль такой зеленый, хищный. Сладость какая-то звенящая. Именно вот зимой в холоде на мне. А весной уже вот когда тепло, надо было на самом деле о нем уже больше, когда потеплеет рассказать. Ну ладно. В общем, лучше все-таки вот когда уже потеплело, да.
Мне очень нравится его шлейф. Почему все-таки весенняя подборка? Потому что, ну, вот лично у нас еще тут ветра есть весной, и мне очень нравится, как он на весеннем ветру шлейфит. Тогда вот эта вот горечь, зелень, вот этого миндаля, для меня он какой-то еще только созревающий. Этот аромат, этот шлейф, точнее, да, миндаля, он делает объемный аромат. Есть в нем какая-то вот такая цветочность. Скорее всего, тоже вот прям вот цветки распустились. Возможно, цветки миндального дерева. И еще есть в нем как будто бы коктейль с Бейлисом, точно, со льдом. Ну, такой, знаете, сладенький, вкусненький. В общем, и благодаря вот этому миндалю он не дает ему стать приторным каким-то и невыносимым. Но все это открывается либо вот в жару, либо в такую теплую погоду, ветреную. Ветреная — это вообще супер. На самом деле, опять же, мне кажется, что он больше женский. Ну, как хотите, в общем. Дальше. MDCI Beige Cardinal. Я тут посмотрела его цену. Я, конечно, в шоке. Я, конечно, в шоке. Это просто вот это просто, понимаете, золото вот здесь, вот в этом вот леванте. А я его экономлю. А сейчас еще вообще буду по одному пшику делать в год. Это вначале я чувствую лист черной смородины и черную смородину очень-очень явно. Такую натуральную, без каких-либо там вот этих вот кошачьих лотков и так далее. Прям вот для меня прям смородина с куста. Потом очень интересно это все трансформируется через такой яркий персик, туберозу. И аромат, да, в шлейфе, вот когда он уже открылся, звучит туберозой, яркой, страстной, какой-то вот мне представляется, что это вечерний аромат, да, в котором можно там пойти на свидание, на тусовку, на, не знаю, там, в клуб. Ну, в общем, вот какой-то такой аромат, да, он не расслабляющий, он не говорит тебе: давай посидим, он говорит: давай куда-то будем двигаться все время. В нем очень сложно, мне кажется, медитировать вообще не представляю себе, погружаться в себя, рефлексировать. Нет, это аромат экстраверт. Любому экстраверту он очень даже подойдет. Либо когда вы хотите себя вытащить, да, из этого состояния интроверта. Ну, что еще осталось? Ксерчев. Ну, что у меня было? Вот. Ну это самая весна весенняя, прям весна во флаконе. My Sweetest Morphine. И это, его часто путают с Sweet Morphine, да. Он такой, красная у него жидкость, которая еще пачкает одежду, если она не попадет, да, на светлую одежду. Это прозрачная такая, ну, не прозрачная, немножко желтоватая жидкость. Это мой любимый, наверное, аромат про весенние цветы. Это букет цветов, но в нем есть такая, знаете, нота, ну, по мне так близкая лето. И есть альдегиды. Но как бы если включить фантазию, то это весенний воздух. Вот уже, когда там подтаял снег, и ты идешь вот с этим букетом цветов весенним, разных цветов, это даже не разобрать, что именно. Весенний букет, зеленые стебельки, листочки, букет из воды, и еще вот это вот ощущение, вот этот аромат талой воды, да, это не Лёли Верк от Фредерик Маль, но как будто оттеночек от Лёли Верк здесь присутствует совсем чуть-чуть, но еще плюс букет цветов, ну и аромат, он конечно же, ярче. Лёли Верк — это прям вообще такой нюдовый нюд, но именно весенний. Я, кстати, его хочу. Все-таки я его хочу. У меня было 2 сэмпла, и я хочу этот аромат. Но его надо именно, вот прям, кстати, Лёд Вер, мне кажется, вот чисто весной. Осенью просто настроение не то. Зимой, понятно, вообще диссонанс. Откуда тут капель это. Для меня просто это прям реалистичный аромат талой воды. И вот этих как будто первых распускающихся цветов. И стебельков, лепестков, то есть в нем есть немножечко такой какой-то цветочной сладости, абстрактной, и вот эта талая вода, и вот этот, ну, воздух ни с чем не сравнимый.
Вот. Летом я тоже этот Лёдивер не представляю, особенно здесь. Он слетит за, не знаю, за минуту. Ты вообще, может, даже не почувствуешь, потому что он точно не для лета, не для жары. Он такой, да, скорее больше весенний. Ну, зимой это вот, ну, когда хочешь зимой вспомнить, как оно, когда капель. Вот, друзья. Причем для меня Лёдивер прям супер универсальный аромат. Вот для кого угодно, ну, там точно хоть мужской, хоть женский. Это, опять же, да, я именно представляю на женщине. Вообще такая подборка у меня получилась, которую я больше представляю именно как женскую подборку. Женственные ароматы. И, кстати, вот этот аромат, да, мой новый, который я распаковала, он тоже вот для меня больше в женскую сторону. Я вот даже на мужа попыталась нанести. Но не то, что мне было как-то, что он очень женственный, но там есть фиалка и пудровость, особенно на горячей коже она открывается. И для меня как-то все равно пудровость, фиалка в женскую сторону. Вот, друзья, такая получилась подборочка. Обязательно пишите комментарии. Не забывайте про мой промокод Рандеву 10 Виктори. Он дает скидку 10% на все, суммируется со всеми акциями. И не забывайте добавлять в корзину, да, если вам что-то нравится, вам приходит уведомление, если цена снизилась, или вот, кстати, даже если появился аромат, приходит уведомление. Да, вот этот вот. Честно, я не знаю, что с ним происходит. Надеюсь, что его все-таки не сняли. Смотрите, сколько у меня уже нет. Ой, ну вы понимаете, это довольно большой расход. Ну, я еще делилась с Ульяшкой, но все равно половины уже почти нет. Так, что еще? Что еще? Не забудьте подписаться на этот канал, не забудьте поставить палец вверх, колокольчик. И увидимся в следующих видео. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока.